Я что, проснулась в раю? Сейшелы называют затерянным раем посреди Индийского океана, с первозданной природой, идеальными пляжами и захватывающими маршрутами. Здесь все создано для того, чтобы удивлять. Гигантские черепахи, самый большой в мире орех, тропические леса, полностью безопасные для человека. Этот уголок земли поселится в вашем сердце навсегда. Просто мое сердце украдено. И вы, несомненно, захотите увидеть все своими глазами. Всем привет! И мы на Сейшелах. И это место просто пленит вас своей красотой. А в своем путешествии мы расскажем, почему люди платят такие деньги за этот рай. Перелет до Сейшел занял у нас порядка 10 часов и обошелся нам в 36 тысяч рублей на человека. Летели авиакомпании «Этихад». По прилету прошли стандартный досмотр и купили местную сим-карту. До отеля заранее заказали трансфер, так как автобусы пассажиров с чемоданами не берут. Стоимость трансфера 35 евро. Прыгаем в тачку и отправляемся заселяться. На наш взгляд, остров Маэ немного недооценен, и многие туристы используют его как перевалочный пункт. Но мы покажем в своем путешествии, что на острове действительно есть что посмотреть, и можно уделить ему дней 6-7 точно. Хочу рассказать несколько фактов о Сейшелах. Первое упоминание об островах датируется 1502 годом и связано с именем португальского мореплавателя Васко да Гама. Долгое время эти места были пристанищем пиратов. Первые поселения были основаны французами в 18 столетии. Тогда и появилось название островов в честь министра финансов Франции Жана Моро де Сейшеля. А уже в 1814 году Сейшельские острова официально стали британскими владениями. Господство британской короны продолжалось вплоть до 1976 года, когда Сейшелам была представлена независимость. В состав Сейшел входит 115 островов, обитаемы только 33, и из них в своем путешествии мы покажем вам 3 самых известных острова – Маэ, Ладиг и Праслен. Население Сейшельских островов всего лишь 95 тысяч человек. Маэ – самый большой остров, и площадь его составляет 142 квадратных километра. Здесь же расположилась столица государства Виктория. С исторической справкой закончили, теперь расскажем про наше жилище на острове Маэ. Мы забукировали себе 2-й этаж этой белоснежной виллы. Стоимость аренды на 6 дней составила 43 тысячи рублей. Друзья, мы прибыли в наши апартаменты на острове Маэ. В ближайшие 6 дней мы будем жить здесь. Он достаточно простой, но здесь есть все необходимое. Есть собственная кухонка для приготовления еды. Это наша спаленка. Ну а тут я буду любоваться закатами и пить местный ромчик, который называется такамак. Одним из плюсов нашего жилища является его близость к самому популярному пляжу на острове Маэ – Бовалон. К нему мы и отправились первым делом. Путь до пляжа оказался таким зеленым и цветущим, что хотелось останавливаться и снимать. В Сейшелы влюбляешься в первые 15 минут. Тут столько много зелени, я столько нигде не видела. Просто мое сердце украдено. Вот честно. Остров буквально утопает в зелени. Ну серьезно, так зелено и так чисто, что хочется просто ходить босиком. Но давайте вернемся к пляжам. На Сейшелы все, конечно же, прилетают за пляжами. Здесь их порядка 70, и мы покажем вам все самые лучшие и дадим им свою оценку. Сейшелы – это острова вечного лета посреди Индийского океана. Место, где круглый год температура не опускается ниже 27 градусов тепла, а температура бирюзовой глади океана практически идентична. Здесь нет зимы и всего 2 сезона – сухой и влажный. Но все довольно условно, и дожди могут вами не встретиться. Первый в нашем списке – пляж Бовалон. Это городской пляж с широкой береговой линией, растянувшийся аж на целых 2 километра. Большинство туристов приезжают на этот пляж из-за удобного расположения.
так как он находится вблизи столицы Виктории, а также развитой инфраструктуры. На набережной вдоль пляжа вы найдете сувенирные и фруктовые лавки, фитнес прямо под открытым небом, местные кафе Take Away. Еще вы, несомненно, заметите, что на Сейшелах очень чисто. Хоть Сейшельские острова географически и относятся к Африке, но на типичную Африку они мало чем похожи. Чистота – это одно из главных отличий Сейшел от настоящей Африки. Ухоженные территории и люди, которые круглыми сутками наводят марафет. Видя все это, понимаешь, за что платишь такие деньги. Сейшельцы настолько помешаны на улучшении экологии и сокращении загрязнения, что даже мусорки говорят об этом. У нас нет загрязнений, так как производство практически отсутствует. И также правительство пристально следит за этим и защищает окружающую среду. День мы решили завершить вечерним променадом и встретить свой первый закат на Сейшелах. Но прежде, чем мы покажем, чем живет вечерний Бувалон, хотели бы ввести традицию оценивать пляжи по 5-бальной шкале. После сегодняшнего знакомства с пляжем Бувалон от нас ему оценка достается 3 с плюсом. Хороший заход в воду, хороший размер, хорошая инфраструктура, но чистота и количество отдыхающих на пляже, так себе. Если сам пляж нас не очень впечатлил, то вечерняя набережная вызывает иные эмоции. Вечером на Бувалон стекаются местные. Музыка играет громче, разговоры становятся откровеннее, начинается тусовка. Местные собираются в кафешках, неспешно попивая свои коктейли, а молодежь под бит JBL прогуливается вдоль пляжа. Вот и мы решили не отставать. По сейшельским меркам Бувалон самый движовый. Наверное, поэтому он так популярен у пакетных туристов. Ну а мы в первый день решили ограничиться закатом и пошли отдыхать после перелета. Второй день начну с краткого рассказа о том, на чем мы будем здесь передвигаться. Общественный транспорт развит на Сейшелах достаточно хорошо, остановки обозначаются вот таким вот образом, и мы еще проедемся на автобусе на одном из островов. Но на Сейшелах все же удобнее передвигаться на автомобиле. Здесь хорошие дороги и очень отлаженное движение. Поэтому утром второго дня мы арендовали себе машину на весь отдых. Аренда авто на 5 дней составила 200 евро. На острове Майе удобнее всего арендовать автомобиль, что мы в принципе и сделали. Расстояния здесь большие, есть что посмотреть, и общественный транспорт ходит не так часто. Безусловно, лучше всего арендовать машину, которая доставит вас в любое место. Автобус также удачный вариант, проезд очень дешевый, так как правительство спонсирует этот вид транспорта. Он может довести вас прямо до пляжа. Возможно, придется пройтись от остановки 100 метров или иногда 1 километр. Однако лучше всего арендовать машину, на которой можно доехать прямо до пляжа. Сперва нам нужно было заправить нашу малышку. О ценах на бензин. Цены на бензин, конечно же, здесь не дешевые. 1 литр бензина стоит 21 рупия, но это практически 1,5 евро. Затем заехали в обменник, прикупить немного местных рупий. 1, 2, 3. Сделав, наконец, все важные дела, строим маршрут и едем знакомиться с популярным сейшельским досугом. Касаемо хайкинга. Есть несколько наиболее популярных подъемов. Есть горная тропа Каполия, Морн Сейшелоа, самая высокая точка Майе и самая высокая точка Сейшел. И также Анс-Мажор. Сейшелы славятся своими маршрутами для хайкинга. Мы в своем путешествии постараемся по максимуму показать вам их. Сегодня мы пришли на один из самых популярных хайкингов на острове Майе, который называется Морне-Блан. Так как на Сейшелах местность гористая, то здесь хайкинговые тропы представляют особый интерес для туристов. Поэтому в нашем путешествии этот вид отдыха занимает важное место.
Трекинги Сейшел хорошо подготовлены, и на протяжении всего пути встречаются такие указатели. Вокруг все зелено и, самое главное, абсолютно безопасно. Самое крутое, что сейшельские джунгли абсолютно безопасны. Здесь нет никаких ядовитых насекомых, змей, поэтому вот гулять одно удовольствие. Максимум вы встретите поваленные деревья. Можно было легким движением ноги сделать вот так. Хорошо иметь длинные ноги. Ну и 90% влажность будет напоминать о себе. Мы на самом деле очень любим хайкинги, но когда делаешь большие перерывы, достаточно тяжело подниматься в гору. Плюс ко всему жарко. Планируйте подобные путешествия на раннее утро, чтобы не умереть от зноя и жары. Минуя все препятствия и неудобства, мы приближались к своей цели. Я еще знаете, о чем подумала? Что перед каждым вау, как в жизни, всегда бывает сложно. Поэтому вот сначала сложный подъем, а потом, надеюсь, будет красиво. На наш взгляд, это того стоило. Пожалуй, лучше с воздуха на это посмотреть. На данный хайкинг, который называется Морне-Бланк, вам однозначно стоит подняться. Вид сверху открывается просто фантастический. А нам предстоял получасовой спуск вниз. Мы вошли в раш и одним днем решили закрыть еще одно популярное место, дорога к которому начинается от пляжа Такамака. Мы сейчас идем в одно инстаграмное местечко, которое называется Рок-Пул. Природный бассейн в скале. Забегу вперед и скажу, что путь оказался непростым, и пойти в шлепках было не самым лучшим решением. Но ради фоточек для соцсетей людей тянет сюда как магнитом. You didn't like it? We like it, but I don't know, it was very hard to get there. And I saw that there were a lot of fishes, and I didn't like. Весь путь вам придется преодолевать препятствия в виде огромных валунов, но спустя полчаса дороги мы все же оказались на месте. Сам бассейн в скале нас не особо впечатлил. Мы представляли это творение природы гораздо масштабнее. Но если вы окажетесь рядом, то заглянуть сюда стоит, хотя бы чтобы занырнуть и сделать фоточку на память. Ну что, чего не сделаешь ради подписчиков. Ну а вечер скоротали в одном из ресторанов за общением с нашим другом Аланом. Почему Сейшелы такие дорогие? Okay. На мой взгляд, здесь достаточно дорого, потому что на Сейшелах почти ничего не производится. И в основном все импортируется. А все, что мы экспортируем, так это рыба. Раньше мы еще вывозили кокосы и кокосовое масло, но сейчас уже нет. Сейчас главный продукт нашего экспорта – это определенно рыба. Что касаемо населения, то оно здесь невелико. Всего примерно 95 тысяч человек. На следующий день мы прибыли в ботанический сад Виктории, чтобы показать вам визитную карточку Сейшел. Сперва мы купили билеты за 300 рупий, затем расписались в журнале учета температур. На Сейшелах с этим довольно строго. И отправились знакомиться с самыми известными жителями здешних мест. Мы с утра пораньше приехали в ботанический сад города Виктории для того, чтобы посмотреть на одних из самых больших черепах в мире. На входе вы получите несколько пальмовых веточек, которыми вы сможете покормить этих гигантов. Нам повезло, и мы оказались единственными посетителями в это раннее утро. Поэтому нам удалось покормить каждую черепаху в этой большой семье.
а также насладиться контактом с этими неторопливыми рептилиями. Когда-то на Занзибаре мы уже имели опыт общения с этими невероятными животными, но здесь, на их исторической родине, это ощущалось совсем по-другому. Очень круто. Только здесь вы получите такие фантастические эмоции. Это прям мимимишно, очень, я не знаю, прям заряд такого позитива на весь день. Смотри, он тебя слушает. Он очень крутой. Гуляя в ботаническом саду Виктории, мы много что увидели в первый раз. Например, вот этих невиданных зверюшек. Видно большого. Ой, это же детеныши, вон там мама. Ой же, какие они милые. Они даже не боятся. Ой, это прям очень умиляет. Вот эти вот какие-то полумышки, такие вот носатенькие, очень они крутые. Если знаете, кто это, обязательно напишите в комментарии. Оказавшись на острове Майе, обязательно посетите ботанический сад города Виктории. Здесь собраны очень необычные растения, гигантские черепахи и символ Сейшел – это орех коко-де-мер. С черепахами мы вас уже познакомили. Настало время показать вам богатство местной флоры. Хоть мы не особо любим разные там пестики-тычинки, прогуляться по саду, где собраны растения со всех уголков Сейшел, весьма приятно. Некоторые экземпляры вас точно удивят. В ботаническом саду города Виктории вы обязательно найдете уникальнейший сейшельский орех коко-де-мер. Подробней про этот гигантский чудо-орех мы расскажем в нашем выпуске с острова Праслин, который является его родиной. После прогулки в ботаническом саду мы изрядно проголодались, поэтому пора рассказать вам про еду на Сейшелах. Если вы, как и мы, бюджетный турист, то у вас есть два варианта. Либо закупаться в супермаркетах, где есть все необходимое, включая овощи, фрукты и даже белевскую пастилу, либо есть еще один недорогой вариант. Питаться здесь очень дорого, поэтому самым недорогим вариантом будет take-away. Их здесь достаточно много, и местные там питаются, и такие вот, как мы, туристы, которые не располагают большими деньгами. Take-away действительно очень популярны на Сейшелах. Свою славу они получили за счет недорогих относительно ресторанов цен. Еда на вынос – это доступно. Цены в ресторанах в 2-3 раза выше, чем на вынос. И людям, у которых не так много денег, не придется сильно тратиться. Это может позволить себе каждый. И стоить это будет 50-65 рупий. В take-away всегда много народу. В один из них мы и отправились обедать. В меню вы найдете пиццу, некое подобие жульена, где-то вам даже предложат местного пива – сейбрю. Еда, скажем честно, не вау, но мы ни разу не отравились, к тому же на Сейшелах не остается выбора. Наши традиционные блюда можно увидеть у меня в меню. Каждый день мы стараемся включать 2-3 местных блюда, но в основном это все равно американская еда. Местная еда в большинстве это карри, морепродукты. Мы очень любим морепродукты. Но наше карри не такое, как индийское. Это что-то другое. Не такое острое, с кокосом. Ну и рыба. Жареная рыба тоже считается местной едой. Встречаются и оригинальные take-away типа этого, где русским туристам рады всегда. Майонез? Yes. And chili? Maybe. Чуть-чуть. 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 You know Russian language? Чуть-чуть. Большинство туристов здесь из России. Могу сказать, что русские занимают первое место. Второе место за немцами и французами. Но большинство, как вы видите, вокруг немцы, а точнее русские. Да, русские. Раньше было больше европейцев, англичан и французов.
Но потихоньку русских стало больше. Стало приезжать все больше русских туристов, и многие, насколько я знаю, даже остаются жить на Сейшелах. А остаток дня мы провели в уютной бухте на пляже Порт-Лане. На следующий день мы решили покорить еще один трейл – хайкинг Анс-Мажор. Сама тропа имеет протяженность всего 2,5 километра и не займет много сил. Хайкинг Анс-Мажор подойдет как и для новичков, так и для уже опытных путешественников. Маршрут очень лайтовый и не требует какой-то спецподготовки. На маршруте, помимо валунов и представителей сейшельской флоры и фауны, всю дорогу вас будут сопровождать вот такие виды. Огромным преимуществом трейла Анс-Мажор является то, что вся тропа будет проходить вдоль океана. Посмотрите на эту красоту. Миновав последний спуск, мы оказываемся на одноименном пляже, который является вишенкой на торте в конце маршрута. Пляж разделен на две бухты, и он, очень живописный. Лазурная водичка и поросшие зеленью скалы, которые создают какой-то невероятный контраст. Видя все это, хочется кричать от восторга. Сейшелы! Но искупаться в тот день не удалось из-за сильных волн. Мы на пляже Анс-Мажор, и от меня этот пляж получает заслуженную 5, потому что он очень живописный, красивый, тут вода нереального цвета. Сегодня волны, но они даже делают его более каким-то живым. Поэтому отправляемся дальше, чтобы показать вам столицу Сейшел, Викторию. Рекомендуем потратить пару часов времени, чтобы посмотреть знаковые места города. Из наиболее интересного – это Литл Бен. Да-да, вам не послышалось. Так как долгое время Сейшелы были британской колонией, то в самом сердце столицы красуется вот эта копия своего старшего брата в миниатюре. Также из интересного есть несколько храмов, один из которых заслуживает особого внимания. В столице Сейшел не так много что посмотреть, но есть одно местечко, куда, я уверен, будет приятно прийти, особенно любителям Азии. Это вот такой вот храм в индийском стиле. Он появился здесь, когда англичане завезли сюда индусов. Для них специально и был построен. Внутри все достаточно привычно для подобных сооружений. Причудливые индийские божества, босоногие индусы, беззаботно мечтающие о перерождении. Так как индусов на Сейшелах проживает большое количество, то для них здесь создано все, чтобы жизнь была максимально комфортной. В основном люди на Сейшелах всегда были христианами, католическими христианами. Но сейчас распространены и мусульманство, и индуизм, и также другие христианские религии, а также бахаи. И все же большинство христиане. Помимо индусских святынь в Виктории, есть исторический музей. Можете побродить по территории и посмотреть на символы Сейшел. Это уже хорошо знакомые нам черепахи и орех кокодемер пикантной формы. Также есть несколько музеев, которые, при желании, вы можете посетить. Мы не стали тратить на них время, а отправились в действительно интересное место. Знакомство с любой страной нужно начинать с рынка, поэтому мы сейчас приехали на рынок города Виктории. Говорят, здесь самые лучшие цены на сувениры, много разных вкусностей и фруктов. Рынок Сельвина Кларка в Виктории есть во всех путеводителях. Но для нас поход на рынок практически в каждой стране стал уже традицией. Это место встретит вас многообразием рыбы, которую, по вашему желанию, виртуозно разделают при вас. Также здесь вы найдете большое количество фруктов. Кокосы, папайя, бананы. Цены на последний 50 рупий за килограмм.
Конечно, здесь вы купите все это дешевле, чем в магазине. Но сейшельская дороговизна чувствуется во всем. Сувениры не стали исключением. Разные эссенции, магнитики, приправы и еще много всякой всячины, которую вы найдете здесь. Мы же прикупили себе магнитик в виде жопки и набор сейшельских сувениров для розыгрыша, о котором я вам сейчас расскажу. Друзья, мы решили привезти вам сейшельский сувенир. Здесь собран ванильный набор, это ванильная эссенция, палочки и чай. То, чем славятся Сейшелы. Конечно же, мы его разыграем. Что нужно от вас? Досмотреть наше видео до конца, оставить комментарий и поставить лайк. А мы рандомным путем выберем победителя. На Сейшелах мы познакомились с людьми разных профессий. Одним из них стал этот музыкант. Сейчас встретил мужчину, который сидит и продает свои диски. Он музыкант, и там висит плакат, да, что вот новый альбом такого-то исполнителя. Прикольно. То есть вот такой вот, значит, маркетинг по-сейшельски. Алан, расскажи, какие самые популярные профессии на Сейшелах среди местного населения? Это микс, понимаешь? Потому что раньше наиболее популярными были рыболовы и фермеры. Но сейчас появляется очень много разных профессий. В основном это туристический сектор в отелях. Кажется, в Виктории все, что хотели, мы посмотрели. Поехали лучше на еще один пляж. Знакомьтесь, пляж Такамака. Мы уже упоминали об этом пляже, но решили вернуться сюда, чтобы рассказать, зачем сюда еще едут люди. Во-первых, пляж из-за своего расположения привлекает любителей сансетов. Проверить не удалось из-за пасмурной погоды в тот день. И есть еще один повод доехать сюда. Если по каким-то причинам вы не попали в ботанический сад Виктории, то у вас есть прекрасная возможность посмотреть на черепашек у пляжа Такамака. Тут есть небольшой загон, я так понимаю, его держат какие-то владельцы отеля, чтобы люди, которые отдыхают в отеле, могли смотреть. Ну и мы тоже пришли. Но условия, в которых живут здесь черепахи, ну такие себе. Смотреть на это грустно. Хоть сегодня мы и остались без заката, но виды здесь довольно симпатичные. Сегодня наш 5-й день на Мае, и мы отправляемся на восточную часть острова. Первая остановка – пляж Фэриленд. Пляж находится в уединенной бухте и окружен фигурными валунами, небрежно рассыпанными по берегу. В особенности сюда приезжают за снорклингом, вблизи вот этого островка. Пляж Фэриленд от меня получает оценку 3 с плюсом. Здесь снорклинг, ну так себе. На пляже водоросли. Единственное, что красиво, это камни, где можно сделать очень красивые фоточки. А мы поели пиццы на пляже и запили все это колой. Юля, это что, наш классический обед? Ну, типа того. После чего сытыми и довольными начали восхождение на последний хайкинг. На острове Мае 3 самых популярных трекинга. И мы сейчас прибыли на один из них, который называется Каполи Трейл. Мы стартанули после 14 часов, и это не случайно. Хочу поделиться с вами лайфхаком. Каполи, в отличие от 2 других хайкингов, платный. Но если вы приедете сюда после 2 часов дня, то можете попасть сюда совершенно бесплатно. Человек, который отвечает за сбор денег, в это время уходит. Пользуйтесь! Каполи, как и другие маршруты, предложит вам множество спусков и подъемов, которые прекрасно подготовлены. Буйство зелени, ну и между делом можно расширить свой кругозор. Хоть подъем всего 1,5 километра, но я уже опять весь сырой. Хоть выжимай мою одежду. Конечно, влажность здесь очень высокая. И вот мы оказались на месте. Поднявшись наверх, я действительно кайфую, потому что пришлось изрядно попотеть во время данной прогулки. И сейчас я наслаждаюсь. А когда еще рядом со мной такой вид,
Просто вау. Сейшелы, вы не перестаете меня удивлять. В конце пути вас ждет огромная смотровая из гранитных гор с панорамой на 360 градусов. Люди выкладывают здесь пирамидки из камней и загадывают желания. Наше точно сбылось, ведь нам посчастливилось все это увидеть. Отсюда открываются крышесносные виды на столицу Сейшел Викторию и маленькие острова вокруг. А еще здесь можно встретить хищную насекомоядную кувшинку. В общем, место прям топ на Сейшелах. Трейл Каполи, на мой взгляд, является лучшим на острове Майя. По крайней мере, из тех 3, которые мы посетили. Виды отсюда открываются просто какие-то нереальные. Наш последний день на Майе выдался солнечным, и мы решили махнуть на остров, который вы могли видеть в шоу «Дом-2». Моя роль на Дом-2 заключалась в том, что я был лодочником. Я был ответственным за перевозку актеров и актрис на остров, также операторов и охраны, и каждого я доставлял на остров и обратно. Руслан организовал нам трансфер. Само место съемки активно скрывалось. В интернете даже распространили информацию, что якобы живут участники на острове Провиденс или Сёрф, который находится почти у берегов Мадагаскара, и добраться до них туристу практически невозможно. Сделано это было, чтобы поклонники не наведывались к полюбившимся участникам. Началось шоу на острове Террес, и там его снимали 2 года. После на острове Лизлет на протяжении 5 лет. Я начал работу на острове Террес, а потом переехал вместе с ними. Шоу было закрыто не так давно, в конце 2020 года. Сейчас это приватная территория неподалеку от острова Майя, куда может попасть любой желающий. Если вы хотите посмотреть, как, в каких условиях жили его участники, то вы спокойно можете дойти сюда пешком во время отлива или доплыть на лодочке за 3 минуты, как это сделали мы. О существовании когда-то здесь шоу еще напоминают оставленные вещи. Ну и, конечно же, лобное место. Теперь, когда телешоу закрылось, место стало популярно для посещения у российских туристов. Сейчас сюда приезжает много русских, чтобы увидеть место, где снимали «Дом-2». Это хорошо не только для моей страны, но и для меня и моего бизнеса. Также при желании вы даже можете арендовать эту виллу. Сейчас остров принадлежит местной женщине и используется только на выходных. Она иногда приезжает на виллу по бизнесу, но остров также используется для сдачи в аренду и другим людям. И сколько же стоит аренда? Касаемо аренды, я не так давно разговаривал с владелицей. Она говорила примерно 12-15 тысяч евро за день. Это дорого. Да, но в вашем распоряжении будет весь остров. Удовольствие, конечно, не дешевое, но этот кусочек земли по-настоящему райский. Когда нам наскучило, мы подали сигнал нашему шкиперу и вернулись на берег. You saw Ольга Бузова? Olga Buzova. Ольга Бузова. I don't really know, eh? И последняя локация, куда мы заскочили на острове Майя – пляж Intendence. Здесь мы поели в кафешке у местных ребят. На пляже атмосфера полнейшего позитива и релакса, и волны, которые просто идеальны, чтобы на них покататься. Офигенно! Что еще может быть лучше, особенно в последний день? От всех иностранцев, которых я здесь встречал, и которые видели фото и видео, я постоянно слышу: «Мой друг, ты живешь в раю». Но местные жители привыкли к этим местам. Мы здесь родились, выросли. Это не что-то сверхъестественное для нас. Хотя для туристов это все-таки рай. А нам пора отправляться дальше, ведь на Майе наше сейшельское приключение не заканчивается. Но сначала краткий итог пребывания здесь. А теперь пришло время поделиться нашими впечатлениями об отдыхе на острове Майя. Остров отлично подойдет для тех, кто любит совмещать пляжный отдых с активным.
Множество разнообразных и интереснейших трекингов. И в конце каждого трекинга вас будет ждать фантастический вид. Ну и, конечно же, без пляжа никуда. Поэтому берите машину и отправляйтесь исследовать этот интересный остров. Катим с нами в новое путешествие. В следующем выпуске мы отправимся исследовать другие, не менее популярные острова Сейшел, и сколесим вдоль и поперек остров Ладик и сделаем фоточки на самом фотографируемом пляже мира. Снимем шикарную виллу на острове Праслен, откуда родом орех Кока-де-Мер, и будем упорно пробираться к самым секретным пляжам. В общем, в следующем выпуске будет просто кайф.